Анна Петровна родилась в простое время, когда забота и искренность ценились больше материальных благ. Даже в свои 72 года она оставалась той бабушкой, о которой мечтает каждый ребенок. Мудрой, доброй, всегда готовой выслушать и понять. Ее взгляд, озаренный добротой, не мог быть омрачен морщинками, которые аккуратно вписывались в историю ее жизни. Небольшая двухкомнатная квартира, уютно расположившаяся на окраине шумного города, стала настоящим райским уголком для 3 внуков – Миши, Кати и маленького Пети. Каждое утро в доме Анны Петровны начиналось с аромата свежеиспеченного хлеба и пирожков, которые она любовно готовила для своих внуков. Петя, едва научившийся ходить, уже с восхищением наблюдал, как бабушка заботливо колдовала на кухне, превращая обычные ингредиенты в волшебные лакомства. Вечерами, когда за окном уже загорался теплый свет уличных фонарей, маленький Петя садился на колени у Анны Петровны и просил: «Бабушка, расскажи сказку». И голос Анны Петровны, проникнутый тихой любовью и мудростью, начинал оживать, перенося детей в мир фантазий, где добро всегда побеждало зло. Катя была чуть постарше и, уже увлеченная учебой, часто просила помощи с математикой, а Миша, который с детства умел ценить каждую минуту, проведенную с бабушкой, с удовольствием наслаждался ее пирожками, считая их лучшими в мире. Годы неумолимо текли вперед, и внуки постепенно становились взрослыми людьми. Миша превратился в успешного бизнесмена, способного принимать решения, от которых зависели судьбы людей. Катя стала уважаемым юристом, всегда готовым постоять за справедливость, а Петя с блеском в глазах и желанием познавать мир стремительно продвигался по пути получения высшего образования. Анна Петровна, хотя и ощущала на себе следы времени, медленные движения, иногда подводящую память, продолжала дарить любовь и заботу своим внукам. Но жизнь в ее уютной квартире стала напоминать тихое уединение, где каждый уголок хранил воспоминания о прошлом. Однажды, в один из вечеров, когда за окнами начинали мерцать огоньки вечернего города, в квартире собрались все 3 внуков. Миша, сидя в углу гостиной, сначала нервно перебирал документы на столе, затем, не выдержав внутреннего напряжения, заговорил: «Бабушка, нам нужно с тобой поговорить». Анна Петровна, почувствовав в голосе внука нотки тревоги, мягко улыбнулась и ответила: «Конечно, милый. Что случилось? Что-то не так?» Миша замолчал на мгновение. Его глаза искали утешения в старинной мебели, в которой хранилась память о былых годах. Катя, всегда прагматичная и решительная, резко добавила: «Бабушка, мы нашли замечательный дом престарелых. Там тебе будет оказываться первоклассный уход, все медицинские услуги на высшем уровне. Ты ведь больше не справляешься с бытом сама, и это будет удобнее для всех нас». В этот момент внуки по очереди объясняли, как их напряженный график, деловые встречи и учеба не оставляли им времени на регулярные визиты. Даже Петя, обычно тихий и молчаливый, впервые поднял голос, подхватив аргумент: «Бабушка, так будет лучше для всех. Мы не хотим, чтобы ты чувствовала себя одинокой или заброшенной». Слова, сказанные с любовью, казались холодными и далекими от того, что Анна Петровна всю жизнь дарила своим внукам. Сердце старушки сжалось от горечи. Ее дом, наполненный теплом и воспоминаниями, внезапно оказался объектом очередного расчета. Прошла неделя после этого судьбоносного разговора. Анна Петровна, несмотря на протесты души, оказалась переведенной в дом престарелых, здание, сверкающее белизной стен, с ухоженными садами и дружелюбным персоналом, готовым помочь в любую минуту.
Коридоры дома были безупречно чистыми, а каждый сотрудник приветствовал ее с улыбкой, как будто она была их дорогой гостьей. Однако, несмотря на все удобства, душа Анны Петровны томилась по тому дому, который она любила. Каждый вечер, сидя у окна с видом на аккуратный сад, она вспоминала, как когда-то светила заря ее детства, когда она качала на руках маленького Петю, помогала Кате с домашними заданиями или радовала Мишу свежими пирожками. Эти воспоминания были ярче любого комфорта, который могла предложить новая обстановка. Первые визиты внуков были частыми, каждую неделю, затем раз в месяц, а со временем, когда деловые будни и учеба стали окончательно поглощать их время, посещения стали редкими, почти поверхностными. Анна Петровна пыталась улыбаться, приветствовать их, но в ее глазах уже блеснули печаль и разочарование. Она понимала, что ее любовь, столь искренняя и бескорыстная, была заменена холодной рациональностью. Однажды вечером, сидя в своем небольшом уголке в общей столовой, Анна Петровна заметила, как за стеклянной дверью медленно проходит время, словно кадры старых фильмов. Она задумалась, где же та жизнь, полная смеха, сказок и пирожков, где каждый миг был наполнен заботой и вниманием. Ответ не заставил себя ждать, она чувствовала, что ее дети, точнее внуки, утратили способность ценить самое важное. Прошло полгода после того судьбоносного вечера. В один из обычных дней в дом престарелых пришло письмо, которое должно было изменить все. Дрожащими руками Анна Петровна открыла конверт, не веря своим глазам. На бумаге было написано, что ее старый друг Николай Иванович, с которым она многие годы работала в научно-исследовательском институте, скончался. Но, как оказалось, он оставил ей все свое состояние, результаты успешных патентов, инвестиций и долгих лет трудов, на сумму, равную $2 миллионам. Новость разнеслась словно молния, и уже на следующий день дверь ее комнаты распахнулась. Внуки, ослепленные внезапной удачей, спешили к ней. «Бабушка, мы так скучали!» – радостно восклицала Катя, глаза которой блестели от облегчения и надежды на возобновление семейных уз. Миша с легким оттенком вины в голосе предлагал: «Может, вернешься домой? Здесь ты всегда будешь окружена заботой и вниманием». А Петя с непривычной решительностью в голосе добавил: «Мы были неправы, бабушка. Нам не хватало тебя, и теперь мы хотим все исправить». Анна Петровна слушала их. Ее лицо озарялось смешанными эмоциями, радостью от того, что внуки наконец осознали свою ошибку, но и глубокой грустью за прошедшие годы одиночества и забвения. Ее глаза блестели от слез, но в каждом блеске читалась мудрость прожитых лет. В тишине, которая наступила после бурного эмоционального взрыва, Анна Петровна медленно поднялась и, глядя на своих внуков, начала говорить тихим, но твердым голосом: «Знаете, дети, всю свою жизнь я отдавалась вам без остатка. Каждая сказка, рассказанная на ночь, каждый теплый пирожок, каждая ласковая рука, прикасающаяся ко мне – все это была любовь, которую я хранила для вас. А вы, думая о своей выгоде, решили оценить ее в цифрах, пересчитав стоимость содержания в доме престарелых». Внуки, смущенно опустив головы, слушали слова, которые, как лед, пронзали их сердца. Анна Петровна продолжала: «Я много размышляла за эти годы, когда стены этого дома становились моим единственным окружением. И я поняла, деньги могут купить уход, могут обеспечить комфорт, но они не могут купить настоящей заботы и теплоты, которые даются только от чистого сердца». Ее слова эхом отозвались в тишине, заставив каждого из внуков задуматься о том, сколько они потеряли, не понимая истинной ценности любви и семейного тепла.
После долгих раздумий Анна Петровна приняла судьбоносное решение. Она решила использовать полученное наследство не для личного обогащения, а для того, чтобы изменить жизнь других одиноких пожилых людей. Большую часть денег она пожертвовала на создание фонда, направленного на помощь тем, кто, как и она когда-то, оказался в одиночестве и нуждался в заботе. Оставшиеся средства позволили ей устроить свою жизнь по-настоящему достойно. Она вернулась в свою старую квартиру, где ее ждал персональный помощник, всегда готовый помочь и поддержать. Дом, наполненный воспоминаниями, снова стал ее крепостью, а каждая комната местом, где витала ее душа, свободная от лишней суеты и обмана. Внуки, понимая, что прошлое уже нельзя изменить, пытались наладить отношения, но в глазах Анны Петровны их тепло было заменено на мудрую печаль. Теперь, когда они приходили в гости, в ее взгляде можно было прочесть не только любовь, но и тихое разочарование и, возможно, сожаление о потере того, что не поддается измерению деньгами. Каждый вечер, сидя в своем любимом кресле с видом на старые семейные фотографии, Анна Петровна позволяла себе улыбнуться. На снимках были запечатлены счастливые лица Миши, Кати и Пети, дети, которые когда-то любили ее просто за то, что она была рядом, за ее искренность и заботу, не ожидая ничего взамен. Эти воспоминания согревали ее сердце больше, чем любые миллионы долларов, и напоминали о том, что настоящая ценность жизни кроется в любви, которая не имеет цены. Если эта история вас задела, поддержите видео лайком. Это помогает нам создавать еще больше подобных сюжетов. Напишите в комментариях, что вы думаете об этой ситуации. Может быть, у вас есть похожие истории. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые жизненные истории, которые заставляют задуматься. Желаем вам тепла, любви и настоящих, искренних отношений с близкими.